Привет, с вами канал Самый-Самый. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, какие цветы самые красивые в мире и почему. Цветы – одно из самых красивых творений природы, и неспроста они так близки и любимы девушками и женщинами всего мира. С давних времен люди использовали цветы, чтобы показать эмоции и чувства, выразить любовь и подчеркнуть уважение. Позвольте мне задать вам вопрос. Какой, по-вашему, самый красивый цветок в мире? Подумайте и запишите, а в конце ролика сравните с нашей десяткой лучших и укажите в комментариях, сколько цветов совпали с нашим топом. Итак, начнем с тюльпана. Он является одним из самых красивых цветов в мире. Принадлежит к семейству лилейных и насчитывает 109 видов и очень распространен в горах. Считается, что цветок возник в Нидерландах. При этом, согласно данным историков, Османская империя возвела в культ, сделав этот цветок символом османов. Сейчас этот чудесный цветок выращивается и экспортируется в основном из Голландии. Тюльпаны бывают различных цветов, например, розовый, фиолетовый, оранжевый, белый, черный, красный, и список можно еще продолжить. Рядом с розами они являются вторым по популярности цветком в мире. И это при том, что средняя продолжительность жизни всего 3-7 дней. Тюльпан известен как символ страсти и любви. Дарить можно как в букетах с другими цветами, так и по отдельности. Название цветка происходит из турецкого языка, где он является национальным цветком страны, а еще он похож на турецкую шляпу. Разные сорта тюльпанов имеют разное количество листьев, но в среднем от 2 до 6. Но встречаются и более густые, насчитывающие до 12 листьев. Размер цветка тюльпана в среднем 6-10 см. Листья имеют овальную форму, расположены по спирали на стебле. Цветок георгина, имеющий еще название далия, нельзя пропустить, если мы говорим о самых красивых цветах в мире. Название свое он получил в честь любимого ученика Карла Линнея, Андерса Даля. Он умер в возрасте 38 лет. И Карл решил сделать что-то для него особенное, и он назвал мексиканский цветок его именем. Позже название цветка было изменено на георгин. Они бывают разных оттенков, но синий выглядит очень красиво. Сейчас цветок является национальным цветком Мексики. Георгины считаются одним из самых эффектных садовых цветов. Георгины растут из клубнины в земле, похожей на картофель, и было время, когда их даже ели. На вкус они похожи на морковь. Их считали овощем до 19 века, выращивались они бельгийскими садоводами. Существует около 40 видов георгин и 20 тысяч различных типов. Цветок бывает любого цвета, но черный и синий выглядят исключительно красиво. Растения различаются по размеру, некоторые достигают 2 метров в высоту, а другие останавливаются на 30 сантиметрах. Род георгин входит в семейство астровых, где они соседствуют с ромашками и подсолнухами. Наибольшее разнообразие цветов было обнаружено в горных районах Мексики, однако они также распространены и в других теплых странах. Джейн Вайн также является одним из самых красивых и редких цветов в мире. Он встречается исключительно на Филиппинах. По-научному он называется стронгилодон крупнокистевой. Цвет цветка варьируется от мятно-зеленого до сине-зеленого. Джейн Вайн чаще всего используют как декоративное вьющееся растение, благодаря своей красивой цветовой комбинации. Цветок может исчезнуть из-за вырубки лесов и снижения опыляющих его насекомых, которые питаются цветочным нектаром. Растение может вырасти до 18 метров, а крупные цветки могут достигать 3 метров в длину. Цветет стронгилодон в основном зимой и весной. В этот момент растение излучает сладкий аромат, привлекающий бабочек, ос, мух, пчел для опыления. Цветок назван в честь темно-зеленого цвета листьев. Живет растение долго, около 2 лет, благодаря способности хранить воду в листьях, стебле и корне. Местные племена питаются корнем растения. Листья могут также использоваться для лечения диареи и эпилепсии, а также для очищения организма. Нельзя не вспомнить о вишневых цветах, которые родом из Японии. Их еще называют сакура. Они имеют необычайный цвет. Растут и цветут обычно весной, бывают белыми и светло-розовыми. Если вы планируете отправиться в Японию в весенний сезон, вы будете очарованы цветением сакуры. Наилучшее время с конца марта до середины апреля. Для японцев сакура символизирует обновление и надежду. Люди любят сидеть под вишневыми деревьями и наслаждаться прекрасным видом. Примерно как мы в садах сирени. В Японии даже существует вековой обычай, известный как ханами, который означает любование цветами. Ранние священные писания ясно показывают традиции императоров и членов императорского дворца, устраивающих пикники под деревьями сакуры. Для дополнительного украшения японцы вешают бумажные фонарики для пикников сакура ночи, известных как йокадзура.
Это выглядит исключительно красиво. Цветок является символом дружбы между США и Японией. Именно поэтому Япония отправила деревья в США, чтобы выразить добрую волю. Также есть легенда, что вишневые цветы являются родными для Гималаев, и они возникли где-то в Евразии, прежде чем они пришли в Японию. Цветок желто-фиолетовой тапочки леди входит в семейство орхидей, является очень красивым и крайне редким. Изначально эти цветы были найдены в Европе и Великобритании. Из-за многочисленных изменений климата, окружающей среды и неспособности быстро адаптироваться к новым условиям, цветы оказались на грани исчезновения. Цветущее растение обожает расти во влажном или слегка сухом климате. Сочетание желтого и фиолетового на одном цветке крайне редко встречается в природе, что делает эти орхидеи не только одними из самых редких, но и одними из самых дорогих цветов в мире. Цветок дицентра именуют еще сердцем природы. Эти цветы действительно очень красивые, как вы можете видеть. Название получили от своей формы, как несложно догадаться. Их также называют разбитое или кровоточащее сердце. Если планируете создать и благоустроить собственный сад, присмотритесь к дицентре. Эти цветы, несомненно, украсят ваш садик, заняв достойное место. Они бывают трех цветов – красный, белый и розовый. Обычно цветут в период с апреля по июнь. Дицентра является одним из самых популярных декоративных растений, чаще всего встречающиеся на азиатском континенте. Цветок довольно известен своими необычными сердцевидными цветами и красивыми листьями. Самое главное, что все части этого растения ядовиты и могут вызывать раздражение кожи. Вы должны быть осторожны при обращении с растением. Существует множество различных видов этого растения, мы показали лишь некоторые из них. Цветок лотоса выглядит как клюв попугая, собственно поэтому он и получил свое второе название. Цветок очень красочный, с темно-оранжевым лепестком, красными оттенками на его кончиках и желтой основой. Этот удивительный и, несомненно, один из самых красивых цветков мира произрастает на Канарских островах, расположенных у северо-западного побережья Африки. Научно известен как лотус берчелотти и происходит из семейства бобовых. Цветок может вырасти до высоты 15-30 см, а в диаметре до 61 см, при условии, что он должен быть вросшим в землю. Цветение можно наблюдать в конце весны и начале лета. Идем далее. Синие колокольчики. В течение весеннего сезона все европейские леса плотно покрыты этими цветами, которые выглядят очень красиво. Исторически сложилось, что эти цветы символизируют сожаление и одиночество. Синий колокольчик известен и под другими названиями. Например, обыкновенные, английские, британские, деревянные колокольчики, сказочные цветы и дикий гиацинт. А в 2015 году он был признан любимым полевым цветком Англии. Однако избиратели из Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии предпочли бледно-желтый первоцвет. Вот она демократия. Право выбора во всем. Растение любит расти и цвести в старых, густых лесах, потому что густая листва ограничивает рост другой конкурирующей флоры. Британский колокольчик в Великобритании защищен законом в соответствии с законом о дикой природе и сельской местности 1981 года. Выкручиваешь растение с корнем, произрастающее в дикой среде, можешь получить реальный срок. Даже за торговлю обычными колокольчиками или семенами полагается штраф до 5000 фунтов стерлингов за каждый цветок. Сок английского колокольчика липкий и является естественным клеем для перьев, размещаемых на стрелах средневековых лучников. То есть цветок поработал на славу и внес лепту в средневековые победы англичан, а теперь почует на лаврах. Кадупул не только красив, но и является самым дорогим в мире и очень редким цветком, в том числе из-за высокой вероятности исчезновения. Они обычно встречаются в ланкийских и индийских лесах и цветут только в ночное время. Цветение очень редкое и зависит от многих факторов. Кроме того, цветок имеет богатую историю в Японии, где его называют гекко-биджин или лунный цветок красоты. Встречается и в других теплых странах Центральной Америки и Бразилии. Заканчивает наш обзор роза. Несомненно, это самый красивый и популярный цветок в мире. Я думаю, что каждый хоть раз в жизни видел и чувствовал этот прекрасный аромат и ел варенье из лепестков роз. Люди очень плотно включили эти цветы в свою жизнь, что даже сопоставили цвета роз с чувствами или событиями. Например, красный для любви, желтый для дружбы и так далее. Сейчас насчитывается около 2830 видов с множеством оттенков – белого, желтого, розового, красного, оранжевого и даже зеленого. Почти все виды встречаются в Азии, но некоторые из них родом из Северной Америки.
и малая часть из Европы и северо-западной Африки. Исторически розы имели значение для римлян, они использовали их как украшение и обвивали вокруг шеи. В 15 веке в Англии череду династических войн назвали «войной роз», где белая роза была воплощена в образе Йорков, а красная роза символизировала династию Ланкастеров. Также бытовала фраза «что произошло под розой, то остается секретом». В настоящее время фраза немного изменилась, и теперь то, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Дарите цветы – это простой способ помириться, укрепить отношения и улучшить настроение. Понравилось видео? Поставьте лайк и поделитесь с друзьями ссылкой в социальных сетях.